Всем привет, друзья! С вами Оля. Недавно увидела в интернете рецепт, где из одного яйца получилось 70 печенюшек. Это очень выгодно, не правда ли? Давайте вместе разбираться. Ссылку на источник и все пропорции продуктов вы найдете в описании под видео. В миску кладем 200 грамм мягкого сливочного масла. Заранее оставляем его прогреться до комнатной температуры, примерно на 1,5 часа. Добавляем 80 грамм сахара. Это 4 столовые ложки без горки. Для приятного ванильного аромата добавляем щепотку ванилина или 1-2 чайные ложки ванильного сахара. Далее вы можете масло с сахаром взбивать миксером 2-3 минуты. Я решила попробовать упростить рецепт. И поэтому просто перетираю масло с сахаром лопаткой в течение 2-3 минут. После этого добавляем одно яйцо любого размера, но лучше крупное. Если яйцо будет холодным, масло свернется крупинками. Это не критично, если даже так получится, продолжайте дальше готовить печенье. Но лучше все-таки использовать продукты комнатной температуры. По желанию можете взбивать продукты миксером еще 2-3 минуты или активно перемешивать венчиком в течение указанного времени. Получается кремообразная консистенция, то есть я объединила продукты с помощью лопатки и венчика, без миксера. Далее через сито просеиваем муку. Чтобы печенье было рассыпчатым и таяло во рту, добавляем 50 грамм любого крахмала. Также всыпаем 1 чайную ложку разрыхлителя и щепотку соли. Замешиваем тесто лопаткой. Если яйцо небольшого размера, уходит примерно 200 грамм муки и 50 грамм крахмала. Если яйцо большое, тогда уходит примерно 250 грамм муки и 50 грамм крахмала. Если у вас нету крахмала, тогда добавляйте просто муку. Так тоже печенье получится. Готовое тесто довольно густое, оно легко собирается в комок и не липнет к рукам. После этого нам понадобится 100 грамм шоколада. У меня черный. Нарезаем его на небольшие кусочки. Добавляем к тесту и перемешиваем. Вместо шоколада можно добавить изюм, орешки заранее просушенные или другие наполнители по вашему вкусу. Далее берем по неполной чайной ложке теста и катаем шарики. Выходит примерно по 15 грамм теста. Полученное тесто очень приятное по консистенции, с ним удобно работать. Выкладываем шарики на небольшом расстоянии друг от друга. С порцией продуктов получается примерно 45 заготовок. Если набирать примерно по половине чайной ложки теста, по идее должно получиться 60-65 заготовок. Это примерно по 10 грамм теста. Чтобы получить 70 печенюшек, как указано в источнике, нужно брать примерно по 8 грамм теста. То есть заготовки будут совсем малюсенькими. Выпекаем печенье в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 15 минут до легкой золотистости. В духовке печенье не растекается и немножко увеличивается. В итоге получились небольшие, но очень аппетитные печенюшки. С порцией продуктов у меня получилась мисочка домашнего печенья. 45 штук. По размеру оно как надо. Небольшое, компактное, но и не совсем крошечное. Сверху печенье более тверденькое, а внутри оно мягкое и рассыпчатое. Это печенье в буквальном смысле тает во рту. За счет крахмала печенье действительно получается очень рассыпчатым. Но опять же, если у вас нету крахмала, готовьте с мукой. Должно получиться также вкусно, просто печенье будет менее рассыпчатым. По сладости печенье умеренно сладкое, ниже среднего, поэтому по желанию можете добавить чуть больше сахара, особенно если вы будете добавлять орехи вместо шоколада. Остывшее печенье храним в закрытом контейнере и наслаждаемся всей семьей. Получается печенье очень вкусным. Мой муж назвал это печенье идеальным, тающим во рту с кусочками шоколада. Ну что может быть лучше? Если вы хотите приготовить вкусное песочное печенье, то воспользуйтесь этим рецептом. Надеюсь, оно вам также понравится. Как всегда, прошу, поддержите мое видео лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. Всем желаю мирного неба над головой. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.